Всем привет, вы на канале Польза Лайф, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я вам буду рассказывать о смартфоне, который вы сейчас видите в зеркале. Это Samsung S24. Насколько он хорош, насколько отлично он снимает. И да, технически это фактически копия S24, и так же как и S23. Да, он стал чуть тоньше, рамки чуть-чуть тоньше, но по большому счету я буду вам сегодня рассказывать про то, что вы просто должны на 50% дороже купить то же самое устройство. И Samsung в курсе, но как они объяснили у себя на презах, что они ничего не должны лучше делать, потому что они уже выпустили идеальное устройство. Но это лирика. Для чего нужен подобный контент? Для того, чтобы вы увидели, как в обзоре одним кадром, без остановки, в одинаковых условиях Savaricap снимают одни и те же смартфоны. Одни и те же в плане 4К 60 FPS съемка, 4К 120 FPS здесь отсутствуют, но я в них и снимаю. Одно и то же лицо, один и тот же лифт, один и тот же штатив жесткий, то есть это не стабилизатор какой-нибудь там DJI. И смартфоны разные. То есть мы уже гоняли здесь 130 штук. Вы можете отключить звук, если вас бесит и расстраивает то, что я говорю. Потому что чаще всего говорю вещи против того, чтобы купить. То есть если вы хотите услышать, там шим не имеет значения, ну час 15, час 20 зарядка и норм в 2025 году. Это все на других каналах, которые проводят презентации этих устройств, у которых рендеры. Я это дело купил довольно дешево, потому что 4 раза уже на него падала цена. И в моем, получается, моя стоимость для него, я сейчас вам посчитаю, где-то 1072-73 за 512 гектар. Но это опять же старт продаж, они еще упали. Я нахожусь в Азии, в принципе, я покупал в ритейле, и может быть я еще 7% получу VAT-free, ну это refund. VAT-refund это когда ты налог при выезде получаешь. Ну, я попробую, я вам расскажу. Если что, то получится где-то 67-68 тысяч. И я все равно считаю, что это дорого, и объясню сейчас потихонечку почему. Если хотите помочь проекту, разумеется, подпишитесь на канал с колоколом, потому что рано или поздно я, может быть, перестану это делать, эти обзоры, так как у меня все равно есть полноценный обзор, который мне интересно, чтобы вы смотрели на основном канале. Нас там 492 тысячи подписчиков. Если брать прожарки, то у меня есть Польза Лайф, там мы Savaricap 3 часа его жарили, и благополучным образом он вел себя очень плохо, об этом я вам тоже расскажу. И, разумеется, чтобы помочь проекту, подпишитесь на ТГ скидок, там много всего полезного. Сегодня, допустим, еще, мне кажется, неделю будут идти распродажи, самое интересное, на Анкера, потому что у них классные наушники и колонки Motion Plus всякие по 6 тысяч. И на middle sale у некоторых брендов ценники, короче, ниже. Это удивительно, но факт. Так, как может снимать этот смартфон? Ну, смотрите, его суперсила. Во-первых, со светом у него работа шлак. Во-вторых, вот сейчас ультраширик и X12. И если вы не сравниваете его, и X3, допустим, и ультраширик, и основа, то кажется, что он снимает нормально. Но переключение модулей у него хуже, чем на яблоке. Почему они так упорно делают, я не знаю. Но у него есть две фишки. Это он может снимать на фронталку. Вторая, смотрите, запоминайте, устройство 800 баксов. Все норм. То есть когда-то я устройство за $150 за Rolling Shutter хейтил. А хейтить, вот сейчас опять основной модуль. Вот, теперь мне их приходится хейтить за $800. Samsung все в порядке. Вы создали идеальное устройство для стёба, конечно. Да, так что потихонечку, особо длинного ролика не будет. Я гонял его, получается, в нескольких сценариях использования. Как многие пишут, они, конечно же, нереальные. Ну да, у вас есть два варианта. Либо смотреть на блогеров, которые только в мессенджерах чуть-чуть его на минимальной яркости погоняли и рассказали вам, что у него 16 часов экрана. Либо, опять же, у меня, который скажет, что, друзья, у меня получилось меньше 4 часов съемки видео в 4К 60 FPS. И 3 с копейками в него можно играть. Хотя, опять же, как игровое устройство, это не лучший вариант. На компактах вообще кайфа играть особого, я вам скажу, нету. Но как вариант для тестирования автономности, я считаю, очень неплохо, и они одинаковые. В PC-марке он выдал чуть больше 7 часов. И что это значит? Это значит, что все эти маркетинговые темы из разряда 4000 мАч, но супер классная оптимизация. Нет, это супер классная оптимизация, реклама у него просто отличная.
То есть ТЗ у блогеров, там 550, как всегда, роликов, там рассказов и всего остального. Кстати, у меня, заметьте, все равно 3 ролика на каждый смартфон, и на Samsung тоже. Так что считайте, это тоже ему реклама, но бесплатная. Или антиреклама. Но все равно любая антиреклама — это реклама. Так вот, 4000 мАч это позорище, никаких новых технологий здесь нет по там кремниевой, еще какие-то по аккумулятору. Как некоторые говорят, что патенты у китайцев, поэтому не могут корейцы, американцы, Яблоко и Samsung ставить в своих смартфонах эти кремниевые батареечки. Кто-то считает, что они просто смотрят, как эти батареи будут вести себя в новых смартфонах, потому что вроде бы у них цикл зарядки, большее количество зарядок они могут выживать, а эти аккумуляторы могут прожить там утрированно 500. Допустим, на примере того же Xiaomi 15 линейки он там обещают 1600 циклов, и плюс еще емкость повышенная. Но здесь емкость пониженная, что это значит? Ты будешь его заряжать каждый день, и тебе раньше придет момент, когда батарея придет кирдык. И все эти 7 лет поддержки от Samsung коту под хвост, потому что послезавтра, когда у тебя через 3 года нужно будет менять батарею, а через 4 года у тебя выгорит экран амоледовский, ну хорошо, что такая поддержка. Может у кого-то реальное использование смартфона и 7 лет, и 10, и это круто. То есть об этом мой контент в принципе. Если вас все устраивает, то ничего менять. Просто смотрите ролики, улыбайтесь, машите и думайте, что вот, а меня-то не обманули. И вы сделаете правильно. К чему это все? К тому, что комплект, как всегда, убогий, только кабель. Ни защитной пленки, ни чехла, ничего нету. Смарт сам по себе тонкий. Я сравнивал его с iPhone 16 по видеосъемке. Не скажу, что в одну калитку кто-то выиграл, но то, что Samsung ничего не поменял, это точно. То есть никаких там вивовских, оповских и остальных сенсоров на телевике у него не появилось и вряд ли появится. Никаких каких-то триггеров или обходных зарядок или еще чего-то, как и в Ультре, не появилось. Ну, в Ультре выпилили еще Bluetooth кнопку, здесь хотя бы этого не могли выпилить, потому что ее нет. Что они не сделали? Они не сделали быструю зарядку, то есть она как была калечной, убогой, дешманской, позорной, час 20, так и осталась. То есть от них никто не требовал бы, в принципе, 20 минут. Но либо ты увеличишь емкость аккумулятора, либо увеличить скорость зарядки, потому что 25 ватт это выглядит не стебом, это вот когда стебутся над яблоком 60 Гц, проблема с оплатой, опять же, в России. Напоминаю, что не весь мир живет в России с NFC оплатой. И русскоязычный мир тоже, половина людей, которые знают русский язык, живет на той территории, где NFC можно оплачивать и через Apple, айфоны. Но, окей, и QR-кодом можно оплачивать. Но мы не берем яблоки, но берем всех китайцев, допустим, Vivo X200 Pro Mini. Скорее всего, выползет OnePlus-овский компакт. Как говорят, Asus погибли со своими компактами, и больше у них альтернатив нет. У Samsung есть альтернативы, хотя бы тот же S24, который стоит на 50% на секундочку дешевле. И если системно, у нас нулевой комплект, шим выше, чем у прошлого поколения. Можете посмотреть, мои, во всяком случае, показатели показывают, что шим выше. Яркость он быстрее сбрасывает, чем прошлое поколение в играх. То есть он у нас даже PUBG New State не успел запустить, как уже показал, меньше 300 люксов. Ну это вообще просто издевательство. В PUBG также самая штука. Более-менее в Genshin Impact, но там он тоже 300-400 люксов показывал. Повторяюсь, это не игровой смартфон, но то, так как он рандомно даже баллы в Antutu вам показывает, это просто стёб. И дело не в стёбе, что вот они какого-то лешего выпустили. Они отличный смартфон для 24-23 года выпустили. Но проще на S24 на снэпе. Его купить и все. Потому что этот лучше только переключение модулей с ультраширика на основу. Можно в 4К 60 FPS переключаться. Но скорее всего с обновами, если Samsung это не завезет в S24, это, конечно, будет дичь. То все, у тебя такой же смарт. Повторяюсь, этот чуть-чуть тоньше. Также долго заряжается. Выше шим у него. Чуть-чуть уже рамки. Автономность ничуть не лучше. Я не знаю, где там сову на глобус натягивали. Снимает он точно так же. Ctrl-C, Ctrl-V. Волшебный роллинг-шаттер на фронталке. Ну и ценник, который, может быть, в этом и была магия, что они типа знали, что они выгрузят этот смартфон.
Его не покупали, и потом они дропали ценник. И я уже показывал своим подписчикам в телеге личной, что в Азии этот смарт даже в топ-20 продаж не входит на самых крупных площадках, там, где я нахожусь. То есть первое место S25 Ultra, второе место S25 Plus, а этого смартфона даже в двадцатке нет. То есть вот этот вот компакт, который незаменимый по мнению многих, его-то и не покупают. iPhone 15, по-моему, в лидерах вообще по продажам в каком-то регионе был. Ну, потому что они маленькие, и автономность у них космос. У Samsung не космос, и он долго заряжается. Никакой там магнитной зарядки они, так же как в S25 Ultra, не придумали. То есть магнитик, не хватило им денег. Мини-джека, разумеется, нет. Защита от влаги топовая. Мы проверяли ее, он живой, eSIM есть. Запись звонков зависит от региона, и ее можно заводить. Потом на стриме пытались разобраться, как его перешивать. Я понятия не имею зачем, но говорят, что безопасность слетает, а потом надо в сервисы часто бегать, так что лучше подбирайте под себя регионы, если решите что-то приобретать. Но основная мораль, вот так же, как у ролика на S25 Ultra, насчет S25 Plus не знаю. Если у вас прошлое поколение, вам незачем переходить, потому что ничего они не дали нового. То есть, если когда мы хейтим айфоны, там что-то дизайн где-то они меняют, еще что-то. Samsung просто тупо выпустили S24 на другом процессоре. Все. И сказали, ешьте, потому что мы сказали, что он лучший. И все. То есть, нигде они не поработали. Ни над камерами, ни над экраном, ни получается, ни над аккумулятором, ни над зарядкой. Не над какими-то фишками, как говорят, Oppo тупые, там сделали себе кнопку как на айфоне. Вот сейчас я буду гонять Oppo Find X8 Pro. Вот они без фантазии. В сравнении с S25 Ultra, кстати. Но они хоть что-то сделали. То есть это хоть какие-то изменения. Что делает Samsung? Samsung доит корову с теми же технологиями. Вот все то же самое. И вы типа идите покупайте. Я говорю, хуже он на данный момент во всем, чем прошлая модель. Может что-то где-то, может прошлую ухудшат, чтобы эту ну типа это станет лучше. Не знаю, они в принципе способны на многое. Негатива у меня к Samsung нет, спасибо им, что они что-то выпускают. Правильно заметили, что Asus перестали выпускать компакты. И да, вот такая жизнь, такой рынок регулирует. И пока, как я вижу, вот когда я кричал там у яблока ликвидность, у Самсунгов она пропала, во всяком случае в компактах. Я S24 очумел продавать просто за, опять же, по-моему, 30% или 40% дешевле, чем я его купил. Ну, этот уже упал на, получается, 30% с момента того, как я первый раз его заказал. Я его перезаказывал еще 2 раза, потому что мне его не посылали. И в итоге я его купил, вот за сколько купил, за столько сказал, там 72 или 73 вышел он мне. В целом, девайсу однозначно да, с роллинг-шаттером просто лютейший стёб. А по поводу автономности, он на час, даже больше, чем на час меньше снимает, чем тот же Xiaomi 15 китайский, конечно же его не покупать. И 15 Xiaomi, так же как Vivo X200 Pro Mini, они больше по размеру. И компактами их можно с натяжкой назвать. То есть там последнюю миньку можно 13-го от яблока назвать компактом, а все остальное нет. Как второй телефон нормально. Как телефон, в который у вас есть ощущение от Samsung, что у вас болят глаза от шима, вы один из 10 человек, который это реально ощущает, и у которого 100% будет от этого зрения, если вы это чувствуете, будет зрение страдать. И нет, это не просто какой-то дискомфорт, почитайте по-хорошему. Насчет того, почему это нигде не педалируется, да потому что законодательство везде другое. В Китае тебя нагнут, если ты будешь об этом рассказывать, тебя просто засудят. В США, в Европе то же самое. К тебе придут производители и скажут, отдавай дом, машину, квартиру и т.д. и т.п. Пока на русскоязычном сегменте об этом говорить можно, но по сути уже не всем, потому что у кого-то контракты, кто-то будет убеждать, что это все мелочи жизни. Ваше право думать как хотите. Идеальных устройств не существует. Существует идеальный подход. По мне, идеальный подход — это не потратил, сэкономил. Может быть, я недостаточно красноречив, недостаточно аргументирован и не могу отговорить вас от покупки. Но я это стараюсь сделать. Покупайте с умом. На эти деньги можно купить много очень смартфонов без роллинг-шаттера, даже по $150. Можно купить очень много смартфонов с большей автономностью, лучшим аккумулятором. И брендов этих хватает, благо
благодаря конкуренции их выросло много. Но компактов это только iPhone 16, Vivo X200 Pro Mini свежих и все. Ну, технически все. Можете еще что-то докидать, потому что Шарпа, чтобы вы понимали, как тяжело Шарп тот же купить. Мне в Японии, когда я в Токио прилетал, его не продавали. Нужно было иметь японский паспорт. Да, в Москве вы можете его купить, притом дешевле, чем, кстати, в Токио. А, собственно, в Токио не можете. Шарпы маленькие. Кто еще там маленький из свежаков? Sony, ну это там просто, ну они не такие маленькие. То есть компактов мало, Samsung этим пользуется. Кто-то S25 покупает, кто-то S24. Мыши ели кактусы, плакали. Вот это примерно то же самое, как про этот смартфон. Он хорош, обижает, оскорбляет то, что все, что делает Samsung, это просто копипастит старую модель, чуть-чуть тоньше и все. С чуть-чуть меньшими рамками. Плевать ему на шим, повторяюсь. И единственное, не плевать, они молодцы, очень быстро реагируют на рынок. То есть у них ничего не продается, они дропают ценник. Ничего не продается, еще дропают ценник. Ничего не продается, еще дропают ценник. Только на моих глазах он уже 4 раза очень хорошо дропнулся. И то ли еще будет, но ликвидность, ну не знаю сколько. Полтинник я его потом продам. В лучшем случае на 512. Хорошо, что все теперь на снэпе. Подписывайтесь на канал, если хотите помочь проекту, подписывайтесь на ТГ скидок. Делитесь скидками, делитесь роликами. И everybody lies. Наша миссия сэкономить. И повторяюсь, что не потрачено, тоже сэкономлено. Девайсу однозначно бесконечное да. Молодцы, что они его выпустили. Молодцы, что не сдаются на рынке компактов. Может, Паласы и правда выгрузят чего-то. Или опа, и будет круто. Чем больше компактов, тем интереснее. Добра и удачи вам, дорогие друзья. Вот так.